Через пару недель лес будет разноцветный, красный, желтый, зеленый, будет очень красиво. Да. Он уже рыбка плещется. Друзья, всем привет! Меня зовут Алексей, это Юрий, и вы на канале Календарь Рыболова. Мы подплываем к месту нашей землянки. А что с ней сталось, я думаю, вы знаете из прошлой серии. Она полностью разрушилась, я чудом из нее выпрыгнул в тот момент, когда она падала. В общем, сейчас будем ее полностью восстанавливать с самого начала, с нуля, так сказать. Выгрузили вещи. Сейчас покажу вам, кто не видел, что случилось с землянкой, с каркасом. Я ее практически всю уже разобрал на тот момент. И почти все столбы каркаса подровнял, подвинул. И в последний момент она рухнула. Но, как говорится, что не делается, все к лучшему. Так как я хотел здесь сделать глиночурку, то получилось бы, что сюда вся вода затекала бы со склонов. Когда была землянка, это все было засыпано землей. И такой толстый слой полностью не промокал. А сейчас бы пришлось сделать непонятные крыши длинные. Туда, чтобы за бугор выходила крыша. Сюда, опять же, чтобы всю вот эту яму обходила. Потому что как бы строение утоплено вглубь где-то на полметра. В общем-то, я думал и искал способы, чтобы исключить подтопление глиночурки. Но похоже, что решилось все само собой. Мы помыслили с Юрой и решили поставить ее здесь, уже недалеко от берега. Раньше я не хотел ставить прямо на берегу, ну, чтобы не привлекать много внимания, чтобы проходящие лодки реже причаливали. Хотелось мне на тот момент более спокойного отдыха. Хотелось одиночества. Теперь этот период прошел, и можно вполне поставить ее для общего обозрения. Ну, не то чтобы специально на виду. Вот здесь уберем этот столик от этого дерева до того. В общем, габариты будут примерно, ну не примерно, а 2,70 на 3,5. Тем более сейчас камышом все заросло, и не будет она прямо как на виду стоять. В общем, решили сделать ее тут недалеко от берега. Здесь и солнышко проглядывает. Солнечная панель будет работать намного лучше, чем там в чаще. Я взял с собой веревку, чтобы разметить периметр домика. И блокнотик в клеточку с ручкой, чтобы приблизительно набросать план, где что будет располагаться и какие точные размеры нужно будет сделать для столбов. Как тебе такое расположение? Вот это у нас вход. Это море у нас там, то есть речка. То есть вот здесь речка, да. Водоем. То есть с леса, с Яра у нас вход получается. Да, ну получается, мне кажется, так. Вот это большое окно, такое двойное прямо, здоровенное. Тут вообще везде окна. Было бы, я думаю, здорово, светло. Печка хорошая. Глиночурка. Так, это у нас получается одна кровать. Да, все это полноразмерные. Вторая кровать. Полностью. Это стол. Да. Это печка, да? Угу. Ну, все замечательно размещается. Печку даже можно делать шире на один еще. Это полметра ширина получается. Можно сделать 70 сантиметров, вообще здоровенную такую, если это нужно. А если мы сделаем чуть-чуть наоборот? Ну, показывай как. Ну, то есть, ну, все точно так же, только сделаем кровати сюда, а вход сюда. Дверь. Ну, потому что как-то получается, мы идем далековато. в дальний край, в дальний, ну как. Ну, типа, чтобы вход ближе был. Конечно, чтобы вот вход вот ближе здесь, был, вход здесь был ближе. Тогда получается
Ну, точно так же ж Ну, все то же кровать самое. сюда, Печь там. это здесь, Ну да, да, согласен. Все да, верно. здесь вход, здесь печь. То Все есть все верно. точно так же сделать, только немножко по-другому. Пока Юра очищает строительную площадку от кустарника, мне нужно достать лопату из-под завалов. Мы вообще мыслили взять с собой бензиновый бур специальный для рытья этих под столбы ямок. Но потом решили, что там, в принципе, земля более мягкая, и хотим сделать каркас полностью с укосинами. Такой, грубо говоря, он бы стоял вообще просто и без вкапывания. Если его так сделать, как мы планируем, полностью крест-накрест между каждым столбом. Вот. В общем, решили не тянуть этот громоздкий бур бензиновый. А потом оказалось, что лопата под завалом. Теперь нужно ее как-то достать. Лопата целая, черенок не поломался. Это хорошо. Метр, два, три. Делаем пополам, 50 сантиметров, завязывая здесь узелок. Так, а ну давай диагонали проверим. Давай. Диагональ есть. Ну, тут совсем другое дело. Лучше копается, да? Ты ж копай только там, где ты говорил. Ну, я ж вроде как так. Смотри, Юр, я вот для наглядности положил пару чурок, чтобы понимать, что столб здесь будет внутри, а вот здесь у нас как бы чистый размер, как мы и разметили, да? Ну да, 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 да. Единственный момент, я не совсем еще понимаю, как этот столб, как вот эти две стенки будут перевязываться. Ну, вроде как столб же не, ну, не такой огромный будет, поменьше. По идее у нас вот так вот может длинное бревнышко сюда отрезать, более длинное. Вот так и вот так. То есть будет Как кирпич да, перекладывается. перевязываться. Может быть даже с этой стороны влезет. Ну, да, такие да. более тонкие. Вот как-то такие вот длинные. куски Ага. сюда, кусок сюда. Потом опять И здесь мелкие. точно так же. Да, ну я думаю, так оно и А еще будет. как вариант можно, ну у нас полно проволоки, ее тоже можно как-то там, я знаю, саморез вкрутить, проволоку там накрутить. Нужно вложить ее туда проволоку. Прикрутил вокруг столба, обошел сюда, прикрутил, намотал. В глине оно все как-то, ну, я думаю, будет неплохо. Ну да. Я попробую сейчас выбрать какие-то столбы. Что, первый столб есть? Готовая ямка или в эту бросить? Там в эту, наверное, Я даже не знаю, какой он по длине, надо как-то прикидывать. Ну, посмотрим, да, сейчас. Ну да. Опа. Маловато будет. А мы же еще перекладину будем ложить Ну, сюда. да. С перекладиной он как раз, длина его будет нормальная. Вот он здесь косо срезанный, может наоборот его. Да, наоборот, этот вниз, а тут наверх. Теперь нужно два столбика подлиннее на полметра, чтобы был уклон крыши. Как ни странно, но старые столбики уже почему-то не подходят.
По новым расчетам уклон у нас будет побольше, чтобы вода лучше стекала. Поэтому подбираем подлиннее. И эти маловато будет. Так, это нижний, да? Ну, прямо такого не было. Оно намного длиннее, нужно будет отрезать. Ну, отрежем. Карлос, стекай отсюда. Опа. 3 метра. Сторона сейчас 1,5 делаю серединку. Ну, да. Сколько нам еще нужно? К этим 4 еще надо раз, два, еще 4 получается. Ну да, 4 длинных, 4 коротких получается. Да. Тут топором. Ну что, столбики все, осталось еще одну ямку, нужно вымерить под ширину двери. Вот. И можно будет как-то их скреплять, устанавливать. Сверху, наверное, да, балками скрепим. Мы с Юрой решили, раз уж мы строимся здесь, а тут такой вид, перенесем мы, наверное, сюда стол и печку. Будем готовить. Уже пора бы и позавтракать, чайку попить или что-то перекусить. Ну, да. Пойдем за столом. Можем туда и поставить. Сюда ставь? Куда? Ну, давай на солнышко. На солнышко. Давай, ставь. Смотреть на воду. Здесь надо лавочку. Да. Но мы поставим ее здесь, чтобы нас было видно на воде. Давай. Ну да, да. Вот. Да, Все лучше зрителям. да. Кстати, можно будет ее и саморезами стянуть. Нужно будет закопать два этих. Ну, уже когда определимся, где будет четко стоять. Что, перекусим сейчас по-быстрому, ничего готовить не будем. А на вечер у нас есть варианты. Я нашел белые грибочки, наши любимые, которые не горькие, не синеют, очень вкусные. Готовить их можно жарить, даже не отваривая, уже проверено не первый раз. Как многие говорят, ешь грибы, которые 100% уверены. Вот это именно те грибы, которые я здесь уже ел много раз. И 100% уверены. Да. Когда-то их здесь было много, в частности, наверное, года 3-4 назад, я помню, по полной сковородке их жарили, эти грибы. Очень вкусные, кстати. Ты мне с Татьяной муки нагрузил. Ага. И вот началось. Я уже блины вчера пожарил. Это ж хорошо. Что хорошего, я ж не ем мучной. Там глютен, он очень вредный. Ты на себя в зеркало смотрел? И чё? Ну, бледный как. Это Как потому, глютен. потому что хлеб ем. Не, потому что ты его не ешь, а надо кушать все, но по чуть-чуть. Чашечка для чая уцелела при крушении землянки. Вот мы и на новом месте завтракаем, да? Да. Ой. Ну, по-быстрому перекусим. Но мы сегодня заканчиваем глиночурку или завтра? Не, за сегодня-завтра не успеем.
Ты еще пару дней придется тебе поработать. Ну тут повеселее, солнышко светит. Последние деньки лета хочется, конечно, провести на солнышке, еще позагорать чуток. А то, может быть, на следующий год придется назад лесную избушку переносить в тенек туда. Чтоб не жарко было. Не жарко было, да. Ну все, мы перекусили. Юра хочет забросить пару удочек в надежде, что удастся поймать лещика на ужин. Ну а я пока поставлю палатку, накачаю матрас, займусь обустройством лагеря. Сегодня хоть рыба будет. Не знаю я, надо у нее спросить. Вот видишь, какие уже даю им красоту Ну, да. кушать. Может, тогда не забрасывай, сами поедим. Ну погнали. Сбор. Колокольчики, слышу, звенят у Юры. Вернее, не у Юры, а на его удочке. Опа. Хватай его скорее, а то он убьется. Вот такой вот красавелла. Ты про кого? Про леща сейчас? Да. Ух ты, еще одна. Надо за садком бежать. Да, сходи за садком. Сейчас бегу. Висит. Ух ты, еще больше, по-моему. Карлос, ты воду выпей. Вот так воды мало. И так воды мало. Ну, такой же, наверное, где-то, да? Такой же, наверное. Опа. Красавчик. Опа. Ну что, нам хватит рыбы уже на сегодня? Да, конечно. Сделал новую палку-отмерялку, потому что старая там под завалами где-то осталась. И поторцую бревнышки в размер. Вот такой у нас мерительный инструмент. Палочки, топорики. Не знаю, сколько лет должно пройти, чтобы дубовое бревно полностью сгнило. Ну вот, не знаю, сколько ему лет, если честно. С виду кажется, что уже совсем плохое. Но внутри абсолютно плотное. И простоит еще лет 100, наверное.
Да, Помещается. коротковата кольчушка. Ты же говорил, плюс бревно еще сверху будет. Ну что, брешут, брешут, явно брешут. По-моему, какой-то кривой у тебя грузик отвес. По-моему, у тебя глаз косой, а не грузик. Ну так чуть-чуть вовнутрь завалено, но, конечно, лучше вовнутрь. Пусть она будет как параллелограмм или как пирамида. Я думаю, что так будет устойчивее, чем в другую сторону. А вот этот уровень можно проверить вот так. Размером палочка. Вот. Здесь получается низ надо выдвинуть сюда, в середине. И здесь тоже сантиметра 2 уже. Надо Низ сюда или вверх туда, соответственно. Ну, давай. Оп, оп. Хорош. чуть водички подтолкнуть. Чтоб просела земля, что мы ее так не забьем. Наверное, у тебя лучше. Так, ну что, Уровень готов. уровень готов, да? О, вот это ты сейчас выставишь. Отлично. Вот эту? Я не вижу, что пузырька, где он делся. А вот он. Мне так ни хрена не видно, мне ж сверху надо смотреть. А земля какая тут сухая, и дожди шли, да? У нас здесь странная, вот впитывается моментально. Вот на огороде поливаешь, они могут даже лужи стоять какие-то. Ну да. А здесь, я вот когда здесь эти кого там огурцы или что-то поливал, земля вот так вот в одно место баклажка уходила полностью. Что там, нет поклевок? А что-то разок дзынькнуло и все. Понятно. Ну идем. Мы если что туда тонкую, ну Ты знаешь, нормально все. Не надо голову. Пусть мало выходит, ничего страшного. Мы можем сделать потом козырек по-другому. Вот так только низ добавили и все. Ну а где мы сейчас будем 4-метровый или 5-метровый искать? это единственное длинное бревнышко, которое у нас в наличии. А вот это, которое с крыши, ну коротковато. Для глиночурки надо, чтобы вылет был хороший, чтобы меньше дождем косым забивало на стены, чтобы она не серела и не развалилась. Так. Поэтому решили вот это бревно. Оно тяжеленное, длинное, но будем надеяться, что наша конструкция его выдержит. Так, что? Пили, как тут говорил? Шура, Пили Шура, она золотая.
Ну конечно, да, чтобы гнил уже снизу дольше. Карл стекает. Решили сделать печку поближе к столику и к новому домику. Ну, тут сразу грибы растут, можно сразу жарить. Это будет закрывачка. Тут целая система у нас. Да. Тут такой печки еще никто не видел. Печник же уже опытный. Да. Это точно. Не дать не взять, говорит. Вот какой шедевр печного искусства получился. Что-то мы с Юрой так стартанули резко, по-молодецки. И так сразу быстро запыхались. Решили еще немного перекусить, что-нибудь приготовить и отдохнуть. Сделали вот эти столбы на 50 сантиметров больше, чтобы был хороший уклон. Но что-то так визуально со стороны, ну, чересчур много. И неудобно будет туда закидывать бревна, без козлов не обойтись. Нужно будет что-то либо строить, либо просто обрезать их сантиметров на 20. Наверное, так и сделаем. Я вот думаю, что, наверное, из кровли самый дешевый будет рубероид. Ну, есть у меня еще баннера, но они уже погрызанные мышами. И где-то там ветки падали, пробивали. В общем, уже они далеко не первой свежести. Вот. Ну и баннер, собственно, тоже его, ну, как вот на землянке, оно нормально было, когда он был засыпан. Вот. А просто на бревна. Нужно какое-то в любом случае, какая-то подложка типа USB или ну какие-то листы типа DSP, вот такого плана что-то. Хоть под рубероид, хоть под баннер. Что-то такое нужно. Вот. Но доставлять их сюда сложно, да и стоят они не копеечно. Вот я думаю, чтобы так придумать под рубероид. Сковородка небольшая, поэтому картошка с грибами, это будет громко сказано. Попробую один грибочек, на всякий случай на пробу. Один грибочек туда добавлю, лучок. Если все в порядке, тогда можно будет завтра нажарить уже просто грибочков с лучком и хорошенько полакомиться грибами. Вот он, красавчик, самый настоящий. Не буду его сегодня срывать, пусть немного еще подрастет. Я нашел здесь другие тоже вкусные грибочки. Вот он один. Ага, этот не подходит, этот испорченный. Но было еще несколько. Этот тоже погрызанный.
и испорченный. Ну что, вариантов немного. Беру вот этого красавчика. И еще один. Прямо на дорожке который. Но этот, похоже, не точно такой же. Сейчас посмотрю. Карлос. Вкусный грибочек, съедобный. Похоже, это все-таки разные виды грибов. Отличаются они цветом. И это такой явно плотненький и более благородный, мне кажется. Блин, червивый. Неужели нам не повезет с грибочками? Ну, шляпка более-менее. Пахнет. Так, ну что ты так долго не хочешь первым пробовать, да? Давай, Попробуй. Грибочек сразу. Я подожду полчасика. Не спешу, я помидорчик покуда. Он не цвет не менял. Ну, видишь, вот красивенький. Не менял. Заслужил сегодня. Молодец. Копал сегодня, как экскаватор. Бог ты мой. Ну вот если, по-моему, привык есть только сметану. У меня кошки раскусывают, едят надо, а он и бросил тут, это самое, не раскусил. Ну да. Вот эти вот особенно, вот они, видишь, он как возле тарелочки лежит, у него он не стал кусать. Как батон такая, конфетка. Так вот кошки у меня хрясают их, аж слышу хрум-хрум, хрум-хрум, хрум-хрум. А вон ты смотри, вот челюсти разрабатывай. Подрежу сейчас столбики на 20 сантиметров, чтобы не тянуться и не делать козла. Что-то мы запутали совсем. Снова перемеряем диагонали, прямые углы. А, ну давай. Тут они сходятся сейчас. С самого низа. И там до самого низа. Ну, здесь, да, вот тут явно надо двигать. Потому что здесь получается, что вот 5 сантиметров еще надо выкопать, и тогда только он в притирку станет сюда. Ой, блин. Что, сыпет? Да сыпет, уже сколько можно двигать. Начал смещать ямки, и как назло в каждой попадается корни. И в некоторых прямо, ну, очень большие. Не хочется травмировать сильно дерево.
Прямо такой толстый, сантиметров 10 в диаметре. Поставлю сверху на него. Думаю, никуда не денется. Зато точно не просядет вниз никуда. Закапывать уже не буду сегодня этот столбик, потому что по темному не видно, насколько ровно. Завтра нужно будет опять бросить веревочку, попытаться горизонт поймать с помощью уровня из бутылки, который тоже довольно сложно этот пузырек четко выставить. Ну, короче, такое все на глаз, но думаю, это не критично. Это бильярдный стол я сюда не планирую ставить, поэтому сильно ровно не важно. Пойду уже, наверное, отдыхать. Лучше завтра пораньше встать с рассветом. И думаю, еще что-нибудь сделаем. Друзья, будем отдыхать. Что, грибочки вроде оказались нормальными. Все в порядке, прошло уже часа 3. В общем, что, спокойной ночи, завтра будем продолжать. Пока-пока. Доброе утро, Карлос. Доброе утро, друзья. Переночевали нормально. Ноги, правда, мерзли и уши. Наверное, сосудики дают о себе знать, кровообращение. Ну, хотя градусов 7, наверное, было. Во всяком случае, показывало по прогнозу. Вот, солнышко начинает выходить из-за горизонта. Сейчас потеплеет, поэтому буду вылазить. Встали уже раньше, намного еще, как только рассвело. Даже темно было. Юра уже там звенит колокольчиками. Вернее сказать, лещи звенят колокольчиками. Сейчас солнце выйдет, будет тепленько. В палатке сидели, думали, как же выставить горизонтальную балку без отвеса. Думали, ничего не придумали, кроме как бутылки с водой, ну то есть такого примитивного уровня водяного. Решили поинтересоваться у искусственного интеллекта, может быть, он что-то подскажет. Короче говоря, разочаровался я в нем окончательно, или в ней, как там ее называть лучше. Спрашиваем, как поставить горизонтальную балку на столбы без уровня. Говорит, возьмите трубку, налейте туда воды, сделайте гидроуровень. Я говорю, у нас нет ни трубки и вообще нету уровня. Возьмите бутылку, налейте туда воды. Я говорю, еще раз повторяю, нету у нас ни бутылок, ни трубок, ничего. Вот. В таком случае, и короче, какую-то ерунду вообще такую непонятную наговорила, короче, толком совета нормального не дала. Ну как, если не знать о трубке или не знать о бутылке, то может это кому-то пригодится. Но все равно, как может, пытается выкрутиться, что, мол, вот все-таки она что-то посоветовала. Хотя по факту на самом деле ничего нужного не подсказала. Ну, для нас в данной ситуации. Как успехи? Вот пытаемся забросить снасти. Пойдем, мышелов. Пойдем копать. Ну что, на чем мы остановились вчера? На том, что я передвинул некоторые столбики, потому что были маленькие вбиты. Мы как бы по ним более-менее четко все промерили веревочками. А столбы в ямках они все-таки шевелятся, и каждый столб там, ну короче, погрешность получилась, диагонали не совпадали. Пришлось немного сместить. И вот здесь сместил прямо на большой
корень такой сантиметров 10, не меньше, наверное, в диаметре. Вот. Не хочется его рубить, чтобы не травмировать дерево. Я думаю, лучше будет его поставить прямо на корень, подрезать так наискосочек, ну и может одним саморезиком прикрутить. Все-таки не такие серьезные травмы для дерева, чем отрубить такой толстый корень. Но если мы считаем, что эта балка горизонтальная более-менее по горизонту, по уровню, то можно отсюда вот так в проекции увидеть линию, где нужно подрезать бревнышко. Юра кого-то тянет, что-то зашел аж в воду. Похоже, рыбка не маленькая. Ушла туда за садок. А, что, сошел или что? Да. Утянуло аж туда в сторону. Зараза. Сошел. И что-то то ли сазан, то ли что-то непонятное. Что-то Вот туда аж утянул, как потянул, бляха. жалко. Я думаю, надо идти. И только забросил сходу. Да полегче. Сейчас тебе скажу. Их надо выставить. Относительно этой балки, ту надо поднять. Причем прилично. Я сказал, что эту надо поднять. Опа. А вот такими блинчиками можно будет декорировать стены или потолок. Кстати, потолок можно подшивать вот таким. Было бы не слабо, да? Ну да.
носом клюет тут бревно нижнее. Ну ничего страшного, стекать будет водичка. Насквозь не пройдет. Вырезал вот такую плоскость и вот такой зацеп, чтобы не было возможности сползти бревну вниз. Никак не мог выставить этот столб по отвесу, а он нужен ровный, потому что здесь будет дверной проем. Все время уходил, но вот поставил такую укосину и сейчас уже закреплю саморезами сверху. Пришлось поставить вот такие распорки, чтобы выровнять каркас по отвесу. Я, конечно, надеюсь, что они временные, потому как я планировал именно внутри стены поставить такие же распорки снизу вверх, а где-то может быть вот так прямо крест-накрест. И тогда будет конструкция очень жесткая. Но появились нюансы.
вот в этой стене, которая выходит на водоем, я хочу сделать два больших окна. Вот с двух сторон этого столба. Получается, что здесь я не могу сделать такие укосины. Вот. И не совсем пока понимаю, как выйти из этой ситуации. Вот в этой стене окон не будет. Поэтому здесь можно прямо вот так крест. Ну, здесь еще один столбик будет. Вот тут крест-накрест и там. Вот. Потом чурки будут просто. Короче, там я придумаю, как обойти чурками. Вот здесь двери. Здесь тоже можно вот так зашить для жесткости. Но я думаю, если зашить те стены, которые можно, то и в целом вся конструкция должна стать более жесткая. Надеюсь, не придется делать какие-то выносные уличные распорки. Где был? Что делал? Похоже, Юра возвращается. Ну и как успехи? Плохо. Нифига ничего не клюет. Легкие бревна. Ну, если более-менее, да. Предлагаю укосину сначала вот сюда поставить. Это как бы последний уровень, куда нужно наклонить. Остальные вроде более-менее выставлены. Тупее сделай его. А что-то опять херня какая-то, я ничего не понимаю. Надо было не тупее, а острее делать, блин. Раз. Вот так вот. Я думал, ты так тоннель вовнутрь. Вовнутрь я шел. Хм. Еще чуть-чуть. Отлично. Теперь то, что нужно. Юра говорит, что чересчур крепко получается. Внукам еще будет избушка. Что я пойду приготовлю что-нибудь поесть. Может, рыбки поджарим? Рыбку тут долго времени уйдет на. А сколько сейчас времени? Это ну уже после обеда. Я же говорю, что завтракать, завтракать надо. А что поесть? Тушенка есть. Тушенка. Быстренько тушенку, рис туда закину. И через 15-20 минут все готово. Ну давай. Ну что, я в своем репертуаре начал готовить и нашел пояс для спины. После того, как уже потягал бревна, покопал. Это тушканчик? Да. Ты его сам сюда упаковал? Или как? Скажи честно. Ой, какая красота. Это что, хорошая тушенка. Да. Ой, пахнет. Обалдеть. Хорошая, да.
Юра, Что? идем кушать. Все готово. Иду кушать. Не дают нам поесть рыбы. Только присели, у Юры там уже колокольчик подпрыгивает. Кто-то висит там. Но раз спиннинг не улетел, значит мелочь, скорее всего. Все, жуй. О, зверюга какая. Рыжая зверюга. Не боись. Дай орешек. Рыжий, дай орешек. Все уже пособирал. Ну что, там что-то было, нет? Да, густерка небольшая. Так что вот я что хочу сказать. Мы говорили, какой здесь прекрасный вид, как здесь хорошо рыбачить. Сидишь, кушаешь, там стоят удочки, там клюет. И здесь есть, оказываются, недостатки. Можешь не поесть, будешь только до стола и до удочки. Какая-то Да. там... А еще, когда кто-то много разговаривает, тоже можно не поесть. Ну да, Приятного аппетита. это точно. Ну, сейчас смотришь на этот каркас домика и думаешь, что это такое? Такое в разные стороны. Все в разные стороны. Непонятно что. Друзья, пообедали очень плотненько. Посидели потом на бережку, полялякали. Немного рыбку половили. Уже и не клюет. В общем, уже дело к вечеру. Солнце спряталось за горизонт. Вот что успели сегодня сделать. В общем-то, план минимум выполнили. Вот эти вот распорочки уже можно убирать. Но пусть постоит на всякий случай, пока остальные откосные не поставим. Здесь, в общем-то, я же как говорил, хочется поставить 2 окна, а их размеров пока нет. И у Юры есть рамы уже готовые, которые нужно померить и, исходя из этого, уже сделать откосные. Но из того, что мы уже сделали, вот эти вот стены просто уже железно держатся. Вот это все, ничего не шатается ни в каких плоскостях. Вот. Просто уже сил нет шатать, если честно. На самом деле все очень жестко держится. Хотелось сегодня еще установить один столбик, который будет формировать дверной проем. Но уже на самом деле сил нету. Не хочется, так сказать, перегореть. Или чтобы что-то травмировать, чтобы опять что-нибудь заболело. Поэтому будем спешить медленно. В общем, собираемся, грузимся и в обратный путь. Карлсончик. Сейчас буду разуваться и грузить вещи в лодку. Ну и, собственно, можно попрощаться. Всем мира, здоровья и добра. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Ну а для тех, кто любит красивые пейзажи, природу, лес будет меняться буквально на днях в эту пору. Очень красивый будет. Желтый, красный, разные цвета, такие не просто словами не описать. Так что сейчас будем проходить красивые места, я немного поснимаю. Возьми топорик, чтобы не уронить. Взял? Взял. Ты сегодня тоже будешь сигать, как в прошлый раз? А? Или ты уже не юнга? Ты у нас боцман теперь. Сначала был морским волком. Потом после твоего прыжка разжалован в юнгу. А теперь уже боцман. Быстро ты продвигаешься по карьере. То вверх, то вниз. Ай, наступил на что-то. Тихо, 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 не падать. Вперед смотрящий на месте.
прошлый раз он нырял, открывал сезон. В этот раз будет, наверное, закрывать сезон.